Представьте себе февраль 1959 года. Северный Урал. Место, где зима показывает свое настоящее, беспощадное лицо. Мороз за -40, а иногда и ниже. Ветер здесь не просто дует, он режет кожу, забирается под одежду и вымораживает все живое. Снег скрипит под ногами так, будто кто-то ходит следом в полной темноте. И именно здесь, на склоне горы Халат-Сяхл, что в переводе с языка манси означает «гора мертвых», произошла одна из самых загадочных и страшных трагедий XX века. 9 молодых, сильных, опытных людей поставили здесь свою палатку. Они не боялись этого зловещего названия. Они вообще мало чего боялись в своей жизни. Это были студенты Уральского политехнического института, спортсмены, комсомольцы. Для них такой поход был не просто приключением, это была проверка себя, способ доказать, что они способны выдержать все, способ получить заветный значок мастера спорта по туризму и просто почувствовать ту настоящую свободу, которой так не хватало в обычной советской жизни. Возглавлял группу Игорь Дятлов. Ему было 23 года. Спокойный, немного замкнутый, но очень ответственный парень. Все, кто его знал, говорили, что на него можно положиться в любой ситуации. Он уже имел большой опыт сложных зимних походов и очень серьезно относился к этому маршруту. Для него это был важный шаг вперед в жизни. Рядом с ним всегда была Зинаида Колмогорова. 22 года. Яркая, улыбчивая, полная энергии девушка. Она была душой компании. Там, где появлялась Зина, сразу становилось легче и веселее. Она отлично ходила на лыжах и заражала всех своим оптимизмом. Многие потом говорили, что именно такие люди, как она, держат группу в самых тяжелых условиях. Был Рустем Слободин, дисциплинированный, надежный, мастер спорта по лыжам. Юрий Дорошенко — сильный, веселый, всегда готовый прийти на помощь. Георгий Кривонищенко — парень, о работе которого почти никто в группе толком не знал. Он работал на секретном объекте, связанном с ядерной программой. Людмила Дубинина — самая младшая, ей было всего 20 лет. Но она не уступала парням ни в силе, ни в смелости. Семен Золотарев — самый старший, 38 лет. Опытный инструктор, прошедший войну. На его груди была татуировка Гена. Единственное, что напоминало о тяжелом прошлом, о котором он почти никогда не говорил. И еще двое — Николай Тиба Бриньоль и Александр Колеватов. Оба спокойные, надежные ребята, которые отлично вписались в группу. Был еще один человек — Юрий Юдин. Он должен был пройти весь маршрут вместе со всеми. Но 28 января у него сильно разболелась нога. Боль была такая, что он не мог нормально идти. И тогда он принял очень тяжелое решение — вернуться назад. Это решение спасло ему жизнь. Позже именно Юрий Юдин расскажет следователям и родственникам, какими радостными, полными сил и оптимизма были его друзья в последние дни перед трагедией. 23 января 1959 года группа выехала из Свердловска. Все были в приподнятом настроении. Они ехали поездом, потом пересели на грузовик, а потом уже на лошадях до последнего населенного пункта. По вечерам они собирались у костра, пели песни, шутили, фотографировались. Все шло строго по плану. Они знали, что впереди сложный маршрут, но это их не пугало. Наоборот, это их вдохновляло. 27 января они дошли до заброшенного поселка второго северного рудника. 28 января Юрий Юдин повернул назад. Он обнялся с ребятами на прощание. Они смеялись и говорили, что скоро увидятся в Свердловске. Юдин потом вспоминал, что все были в отличном настроении. Никто не мог даже представить, что через несколько дней произойдет. Остальные 9 человек продолжили путь. 31 января группа вышла к верховьям реки Ауспии. Утром 1 февраля они оставили часть вещей в лесу у Большого Кодра. Это был так называемый лабаз,
место, где можно было оставить тяжелые вещи и идти налегке. Они взяли только самое необходимое и пошли вверх на высоту 1079, на склоны Халат-Сяхыл. К 16 часам они установили палатку на открытом склоне горы. Место было не самым удобным. Открытый ветер, но другого подходящего места поблизости не было. Они выкопали снег, надежно закрепили палатку лыжами и веревками. Последние фотографии, которые сохранились на их пленке, показывают абсолютно спокойных и даже счастливых молодых людей. Улыбки, шутки, кто-то поправляет шарф товарищу. На одной из фотографий Зина Колмогорова что-то говорит и смеется. Никаких признаков тревоги. Обычный вечер обычного сложного похода. Они поужинали, поговорили, легли спать в тепле спальных мешков. Палатка была надежно закреплена. Ветер завывал снаружи, но внутри было относительно тепло и уютно. А потом наступила ночь с 1 на 2 февраля 1959 года. Никто не знает точно, что произошло в ту ночь внутри палатки. Но что-то заставило 9 опытных, закаленных туристов в панике схватить ножи и начать резать свою собственную палатку изнутри. Они не стали расстегивать вход. Они буквально прорубали ткань в нескольких местах. Выбежали наружу почти без одежды, в носках, некоторые босиком. При температуре около -40 и сильнейшем ветре. Они бросили все: еду, теплые вещи, спальные мешки, обувь. Побежали вниз по склону в полной темноте. Что могло их так напугать? Что могло заставить 9 здоровых, сильных, опытных людей предпочесть верную смерть от холода неизвестной опасности? Они спустились почти на 1,5 километра вниз, к лесу. У большого кедра попытались развести костер. Один из них даже залез на дерево, чтобы наломать сухих веток повыше. Но костер получился слабым. Они начали быстро замерзать. Потом группа разделилась. 3 пошли обратно вверх к палатке. Видимо, хотели принести теплые вещи. 4 остались внизу. 26 февраля поисковая группа нашла палатку. Она стояла почти целая, слегка припорошенная снегом. Внутри все лежало на своих местах. Продукты, одежда, аппаратура. Но палатка была разрезана изнутри. Следов внешнего нападения или борьбы снаружи не обнаружили. В начале марта нашли первых 5. Они умерли от переохлаждения. А в мае, когда сошел снег, нашли оставшихся 4 в глубокой ложбине. И здесь начинается настоящая неудобная правда. Людмила Дубинина была найдена без глаз и без языка. У нее были множественные тяжелейшие переломы ребер. Семен Золотарев получил перелом черепа. Николай Тиба-Бриньоль — вдавленный перелом височной кости. Георгий Кривонищенко тоже имел серьезные травмы. На телах почти не было внешних ран. Травмы выглядели так, будто по ним ударили огромной тупой силой. Обычный человек так ударить не мог. На одежде некоторых погибших лаборатория обнаружила повышенный уровень радиации. Кожа у некоторых тел имела странный оранжево-коричневый оттенок. Отдельные вещи, по словам следователей, слегка светились в темноте. Местные жители и другие туристические группы в те дни видели в небе странные огненные шары и яркие вспышки. Следователь Лев Иванов в своих личных записях прямо писал о неизвестной силе, которая была настолько страшной, что заставила опытных туристов бежать на верную смерть. Однако официально дело закрыли очень быстро, формулировкой «непреодолимая сила природы». Почему так спешили закрыть дело и скрыть многие детали? Потому что в этом районе находилась закрытая военная зона. Советский Союз активно испытывал новые виды ракет и оружия. Всего за 2 года до этого, в 1957 году, в этом же регионе произошла одна из крупнейших ядерных катастроф на комбинате «Маяк». Многие документы из уголовного дела позже исчезли. Первоначальные протоколы осмотра тел сильно отличались от тех, что остались в финальной версии. Родственникам не разрешали
нормально опознать тела. Некоторых хоронили в закрытых гробах. Это и есть настоящая неудобная правда, которую скрывают уже 67 лет. Что же на самом деле произошло в ту ночь на склоне горы Холат-Сяхыл? Почему 9 сильных молодых людей в панике разрезали свою палатку и побежали навстречу смерти? И почему государство так старательно прятало информацию? Чтобы ответить на эти вопросы, нужно посмотреть на вещи, которые официально почти никогда не обсуждались. Первое, что поражает всех, кто глубоко копает это дело, это поведение самих погибших. Опытные туристы, которые не раз попадали в сложные ситуации, вдруг повели себя так, как будто увидели нечто, что полностью отключило у них инстинкт самосохранения. Они не просто вышли из палатки, они в ужасе разрезали ее и бросили все, что могло помочь им выжить. Ни фонариков, ни обуви, ни еды. Это поведение больше похоже на массовую панику, вызванную чем-то внезапным и крайне страшным. Второе — это странные травмы. Переломы такого характера, которые обычно бывают при падении с большой высоты или при очень сильном ударе. При этом ни на снегу, ни на телах нет следов, что их кто-то бил или тащил. Как будто сила пришла не от человека и не от животного. Третье, и самое важное — реакция властей. Дело закрыли с рекордной скоростью. Материалы засекретили. Следователю Иванову прямо намекали, чтобы он не углублялся. Когда в 90-е годы дело частично рассекретили, оказалось, что многих ключевых документов там уже нет. Кто-то очень постарался, чтобы настоящая картина никогда не всплыла. Сейчас существует несколько серьезных версий, которые пытаются объяснить произошедшее. Одна из самых популярных среди исследователей — военная. В то время в этом районе проводились секретные испытания. Возможно, новая ракета, парашютная мина или боеприпас объемного взрыва. Группа могла случайно оказаться в зоне поражения. Ударная волна, яркая вспышка, инфразвук и небольшое радиоактивное загрязнение. Все это идеально объясняет и панику, и травмы, и радиацию на одежде, и огненные шары в небе, которые видели местные. Другая версия — инфразвук. В горах иногда возникают очень низкочастотные звуки, которые человеческий мозг не слышит, но которые вызывают сильнейший, необъяснимый ужас, панику и дезориентацию. Некоторые ученые считают, что именно это могло случиться на склоне. Но она плохо объясняет переломы и радиацию. Есть и совсем необычные теории. От встречи с чем-то неизвестным до секретного эксперимента, о котором мы до сих пор не должны знать. Но самая неудобная правда заключается даже не в том, что именно произошло, а в том, что советское государство, скорее всего, знало настоящую причину и сознательно ее скрыло. Потому что правда могла раскрыть какие-то очень неприятные вещи о военных испытаниях или о том, насколько легко в то время могли пожертвовать жизнями своих граждан. Сегодня, спустя 67 лет, родственники погибших до сих пор не верят в официальную версию. Экспедиции продолжают ходить на перевал, находят новые детали. Но полной ясности нет. Гора мертвых до сих пор хранит свои секреты. И, возможно, мы никогда не узнаем всей правды. Но одно можно сказать точно. В ту ночь произошло нечто такое, что вышло далеко за рамки обычного несчастного случая. А вы как думаете, что на самом деле заставило 9 опытных туристов бежать насмерть? Напишите в комментариях свою версию. Может быть, вместе нам удастся подобраться ближе к истине.